Смарт-часы со стандартом прочности MIL STD 810H, к которому мы так привыкли, и водонепроницаемостью класса 5 атмосфер, и IP69K, большим AMOLED-дисплеем с технологией Always On Display, яркостью до 1000 нит, постоянным измерением пульса, измерением SPO2, мониторингом сна, функцией Bluetooth-звонков, поддержкой более 100 видов тренировок, временем автономной работы до 30 суток в режиме экономии заряда батареи и 21 день в типичном режиме использования. Как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием MAS X Aurora One. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Интересно пробовать все новое, правда? Распаковка. Поставляется данная модель в приятно оформленной упаковке. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики смарт-часов. Упаковка выполнена из плотного картона, пакинг хороший. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, магнитное зарядное устройство с 2 пинами, инструкцию по эксплуатации и 2 сменные части корпуса в серой расцветке и цвета хаки. Весит смарт-часы вместе с ремешком 72,8 грамма, нелегкие, габариты составляют 50 на 55 на 1,4 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, этим вы очень поможете проекту, плюс мы сможем пообщаться. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме это по бендам, еще и Honor Magic 5 Ultimate я разыгрываю, условия в описании. Перейдем же к смарт-часам. Приобрести MAS X Aurora One можно в единственной черной расцветке, но благодаря сменной части корпуса можно разнообразить стиль смарт-часов. Дизайн устройства с уклоном в спорт, корпус данной модели выполнен из металла и матового пластика, качество материалов хорошее. Тактильно материалы, конечно, не из самых приятных, но в целом при носке смарт-часы дискомфорта не доставляют. Ремешок быстросъемный, выполнен из силикона. Застежка классическая, выполнена из пластика. Качество ремешка не лучшее, так как он неудобный. Ко всему запястье под ремешком потеет. Но ремешок не натирает, за что плюс. На руке смарт-часы выглядят хорошо, но по большей части только на мужской, разумеется. При носке они слегка ощущаются, но к ним можно привыкнуть. Спать в MAS X Aurora One не сказал бы, что невозможно, но я чаще всего их снимал перед сном. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. В приложении можно включить постоянный мониторинг показателей здоровья, смарт-часы могут измерять пульс, SPO2 и также мониторинг сон. Из полезного отмечу дыхательные тренировки, отслеживание пульса, SPO2, а также мониторинг сна. Отслеживание активности, женское здоровье, напоминание об активности и необходимости попить воды. К слову, я на своих часах всем этим, правда, не пользуюсь, кроме отслеживания активности. Мониторинг уровня стресса отсутствует, и я думаю, что в свете того, что мы живем в 2023 году, он не особо и нужен. Пульс у воздуха смарт-часы по ошибке иногда измеряют, что не радует. На руке результаты измерения пульса SPO2 далеки от идеала, но в целом для подобных смарт-часов с их стоимостью данный функционал неплох. Сон мониторят также неплохо, графики малоинформативны, что на смарт-часах, что в приложении. Далее есть 2 механические кнопки. Верхняя кнопка выполняет функцию включения экрана, переход в меню и возврат к главному экрану. Зажатием можно вызвать голосового помощника, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне. Нижняя кнопка питания предназначена для выключения и включения экрана, а так с помощью нее можно выключить или перезагрузить устройство. Переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы Ultra HD AMOLED дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Экран имеет небольшие рамки, скроллинг не плавный, перемещаться по интерфейсу можно, но не сказал бы, что удобно. Анимации по минимуму, яркость до 1000 нит, автояркости на борту нет. Яркость регулируется 5-ступенчатой системой, в солнечный день яркости более чем достаточно. Always On Display на борту, он имеет 2 стандартных стиля отображения, работает AOT постоянный, время до отключения экрана максимум 30 секунд, что стандартный, интерфейс доступен на русском языке, шрифт неплохой, как и перевод, функции для включения экрана тапом отсутствуют, как и функция для выключения экрана накрытием ладонью. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть режим не беспокоить, режим энергосбережения, регулировка яркости, фонарик и не только. Снизу вверх стандартно уведомления, свайп справа налево это виджеты, которые можно слегка персонализировать под себя, а слева направо меню, для которого есть 3 стиля отображения. Меню небольшое, в нем есть набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение, журнал вызова, голосовой помощник, активность тренировки, записи тренировок, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, уведомления, погода, без подробного прогноза, женское здоровье, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, а также для регулировки громкости музыки и использования смарт-часов как Bluetooth динамик. Но загружать музыку на сами смарт-часы нельзя. Далее есть дыхательные тренировки, секундомер и таймер, который не работает в фоновом режиме, будильник, который нужно установить
установить через приложение и поиск смартфона. Удаленная фотосъемка на борту, но она работает также только через официальное приложение. В настройках, кроме уже вышеперечисленного, можно настроить силу вибрации, вибромотор, к слову, топорный. Летим дальше. Чип установлен здесь Realtek 8763E, Bluetooth чип 5.3 версии, это хорошо. Подключить наушники или нагрудный датчик нельзя, это плохо. Также нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Разумеется, нет eSIM. Спортивных режимов на борту более чем достаточно. Отслеживание плавания нужно добавлять через приложение, как и многие другие дополнительные виды. Шаги считаются с заметной погрешностью, автоматическое определение активности также не завезли, встроенного GPS нет, да и в целом настроек для тренировок нет. Даже пользоваться плеером для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, во время тренировки нельзя. Звонить часов, как вы уже поняли, можно, так как есть поддержка функции Bluetooth звонков. Заготовок для быстрых ответов на звонки или уведомления нет. Микрофон отрабатывает неплохо, динамик не особо громкий. Будете мучиться, если будете разговаривать. В принципе, как практически со всеми часами до, наверное, $500. Уведомления приходят моментально, смайлики не отображаются, а вот иконки приложений отображаются. Уведомления можно только посмотреть и удалить. Клавиатуры быстрых ответов, смайликов для ответа на смс нет. Далее, емкость аккумулятора отличная, 400 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут, время автономной работы в стандартном сценарии использования около 6 суток. Я бы даже сказал 5-6. В целом результат хороший. Mass X Aurora One имеют класс водонепроницаемости 5 атмосфер и IP69K, а также стандарт прочности MIL STD 810H. Плавать вместе с ними можно, в моем случае они за время тестирования никак не пострадали от воды, а также, для примера, я окунул их в воду, но вот ходить в баню или плавать с ними в соленой воде я бы не советовал. Летим дальше. Mass X Aurora One работают в паре с приложением Fit Cloud Pro. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка настройки устройства и последняя это профиль. Есть поддержка синхронизации результатов с Google Fit и не только. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора не в процентах, магазин с циферблатами, их там достаточно и выбрать есть из чего. Ко всему есть возможность установить любую фотографию на заставку. Помимо перечисленного также есть поиск смарт-часов и обновление прошивки. Отмечу, что вкладка с циферблатами очень долго прогружается. Может иногда вообще не прогружаться. Минусы: нет заготовок для быстрых ответов на уведомления или звонки, не отображаются смайлики, нет автояркости, местами некорректный мониторинг здоровья, нет настроек для тренировок, нельзя пользоваться плеером во время тренировки, нельзя переназначать команды для кнопок, нельзя переходить к тренировкам через кнопку, нельзя установить будильник со смарт-часов, нет мультизадачности хотя бы для таймера, нет автоматического определения активности. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, но напоминаю, что при покупке любых носимых смарт-устройств я бы советовал до часов всегда приобретать сначала бенды какие-нибудь, Xiaomi Mi Band 8, Mi Band 7, Mi Band 6, восьмерки, к слову, пока нет русского языка, глобалки на данный момент нету, а потом уже переходить на смарт-часы, притом, наверное, начинать лучше с MS-фитов или чего-то подобного. Резюмирую, умные часы Mass X Aurora One, как по мне, не стоят своих денег, так как практически такие же смарт-часы, это как и Z-Blaze Vibe 7 Pro, который значительно дешевле. Да, у Mass X Aurora One новый Bluetooth, но по стабильности связи разницы нет. Слегка лучше водонепроницаемость, но в основном, если не брать внешку, то устройство одно и то же. От меня девайсу крайне скромное да, если ценник будет такой же, как и у Vibe 7 Pro, либо ниже. Но советовал бы посмотреть на Z-Blaze, если вы хотите с чем-то из третьего эшелона из часов походить. Ничего плохого в этом нет, потому что это в первую очередь аксессуары. Добра и удачи вам, дорогие друзья, еще раз огромное спасибо за просмотр.